Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 15 по 21 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня прекрасная, добрая очень колода Таро языческих кошек. И художница, которая нарисовала эту колоду, иллюстрации, она передает именно смысл этих карт через действие. И я так надеюсь, что вы, интуитивные люди, вы сумеете переложить вашу личную историю или какой-то вот тот вопрос, событие, то, что у вас сейчас наиболее остро стоит на повестке недели, на образы карт, и какие-то подсказки для вас определенно будут. Первую карту мы достанем, назовем ее, что важно знать, или что для вас в приоритете на этой неделе, или, может быть, ваше настроение, может быть, чем вам придется заниматься, чему уделять больше внимания. Итак, рыбы и рыбки с 15 по 21 января. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время или что может помешать. А что вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто». По основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Финансы. Энергетику смотрим. И личная жизнь. Итак, что важно знать? Это так выглядит паж жезлов. Паж жезлов – это огненная энергия, это что-то желание вот осуществить. Или, мои дорогие, какая-то новость, которую вам как будто нужно обдумать. Может быть, часто по жезлам это то, чего мы не ожидали. Или, с другой стороны, это наши новые возможности. Но обратите внимание, я сказала, очень добрая колода и прорисованы наши действия. Котик никуда не спешит, но есть определенно какой-то вожделенный предмет или то, что его интересует. Но он как будто точит когти, он еще пока не действует. И, видимо, дабы что-то или к чему-то подготовиться, мои дорогие, когти поточить, или как найти какую-то информацию, но пока еще нет самого движения. Может быть, вы, как знаете, замираете на какой-то момент перед прыжком. Вот есть такой момент, как бы значение, да, и здесь вы должны все держать под контролем. И даже если есть какой-то план ваш, ну, как будто не время вот так с места в карьер куда-то рваться, не время ускоряться, а может быть что-то просчитать, иными словами, правда, подготовиться, поточить когти. Неожиданности, ну точно, вот не торопитесь, мои дорогие рыбы и рыбки. Тут надо, с одной стороны, то, что вас интересует, мы от этого не отказываемся, но и быть очень внимательным. Вы посмотрите, нулевой аркан. И карта говорит сама за себя. Милый котик бежит за бабочкой. А в голове у него он себя представляет уже. Мысли совершенно в другой стороне. Он представляет себя на отдыхе, на подушечке, рядом с миской молока. А на самом деле, в реальности, он находится на краю обрыва. Вот, мои дорогие, неожиданность, нулевой аркан. У кого-то, конечно, проиграется как новая возможность. Новая возможность. Как по работе, по обучению, может быть, по части личной жизни, по зарабатыванию денег. Ну, все же старший аркан в любой сфере жизни может говорить. Это могут быть ваши новые планы какие-то, может быть, с учетом пришедшей информации или открывшихся возможностей. Какая-то ситуация может начать меняться, и для вас, но вы для себя увидите какой-то прогресс. Но пока что делать с этим прогрессом, наверняка неизвестно. Поэтому ваша задача, наверное, на эту неделю, о чем нам говорит карта, не делать что-то, знаете, надеясь на авось, или куда-то торопиться. Все же старший аркан, он очень наглядный, как будто светит солнце. Сама по себе неделя, атмосфера этой недели, она достаточно приятно комфортная, из-за чего вот котик наш расслабился, и он не совместил реальность и свои мечты. Он не совместил то, что есть сейчас по факту, он не видит в обстоятельствах. Он не понимает, чем все это может закончиться. Он не предвидит на пару шагов вперед. Это все то, что будет для вас важно. И в то же время он где-то, по сути, не в моменте здесь и сейчас, а он где-то там, в мыслях своих.
Вот в этом может таиться опасность. Поэтому, мои дорогие, как карта нулевого аркана говорит и о возможностях, так она и говорит как предупреждение. Ты должен контролировать то, что вокруг тебя, чтобы мысли тебя куда-то в сторону не уводили. Не делайте ничего на этой неделе на автоматизме. Не будьте небрежны, потому что как будто есть вариант чего-то не заметить. Чему сейчас не время? Вы знаете, с учетом, когда выпадает эта карта в позиции «чему сейчас не время», я бы сказала, вообще не время активности. Может быть, даже какие-то поездки отложить. Или если вы намеревались на этой неделе брать какой-то словно реванш или что-то тут такое, знаете, с элементом новизны, правда, у вас как будто возможности открываются. Но я бы вам сказала, мои дорогие, продумывать вот новые варианты сотрудничества, или куда я пойду учиться, как я буду работать, или что я хочу осуществить, какую стратегию я себе приму за основу. Может быть, вы хотите многое поменять, как качество жизни, так и вообще в своей жизни изменить что-то кардинально. Мои дорогие рыбы и рыбки, но не на этой неделе следует приступать к осуществлению вашего плана, это точно. У вас такая достаточно медлительная карта действия. Почему? Потому что рыцарь Пентакли, он едет медленно. Это один из самых медленных рыцарей, которые существуют. И когда эта карта выпадает в позиции, чему сейчас не время? Не время вообще как бы что-то начинать заново. Не время отправляться в путешествие, в дорогу какую-то. Давайте мы с вами посмотрим. То есть это каким-то образом может помешать. Значит, вот как нам сразу сказала карта Паш Жезлов, оставайтесь вот в том месте, при тех возможностях, которых вы уже добились, что-то вы уже построили. Не форсируйте что-либо на этой неделе. Так вот, что же будет помогать? И правда, здесь какое-то обучение вам будет помогать. Родственники могут помогать. Это все-таки у нас шестерка кубков, и любая шесть – это победа. Душевное равновесие будет помогать. Но я бы больше сказала, здесь помощь конкретно тех людей, которых вы хорошо знаете, которые хорошо вас знают, вас именно любят, готовы, и принимают вас таким, какой вы есть или какая есть. Со всеми, не побоюсь этой фразы, тараканами в голове. У нас у каждого свои тараканы в голове. Но вот здесь, понимаете, когда нет какого-то осуждения, даже когда мы совершаем какой-то промах, или когда у нас бывает какая-то сложная патовая ситуация, нам приходит на помощь, и не нравоучениями какими-то нам помогают, а именно помощью конкретной. Так вот, помочь так могут только те люди, которые к вам относятся искренне, которые вас любят. И это что помогает вот в этом значении, что у вас такие люди есть, которые в любой ситуации к вам могут прийти на помощь. Что скрыто, давайте узнаем. Буквально вопрос денег, когда вы их получите с какой-то задержкой. Правда. Если вы сомневаетесь, будут ли деньги через какое-то время, да, они будут. А карта еще говорит, тебе придется много работать. То есть деньги через какой-то период времени к вам придут. Если они, допустим, задерживаются, то тоже не волнуйтесь. А еще это карта роста всегда, да, и роста вашего благосостояния, роста денежного довольствия, роста вашего профессионализма. Но я сказала по рыцарю Пентаклей, что вообще как бы действие, активность, точно не на этой неделе. И вот что скрыто, не торопись, нам карта тоже говорит. 7, посмотрите, что интересно, у вас ведь выпало 6. В картах Таро любая 6 это ознаменуется победа. И тут по части поддержки, которая у вас есть, здесь как будто вы точно победитель. Любая активность, она как будто проходит в 6 этапов, в 6 стадий. Почему, наверное, китайская гексаграмма это тоже где-то число 6, число 7, да, по нумерологии. И это обозначает период статики. Период, когда мы не совершаем никаких действий, мы сохраняем то, что у нас сегодня есть. И вот, видимо, для вас этап перезагрузки совершенно необходим. Может быть, с одной стороны,
позволить какой-то ситуации развиваться самой по себе. С другой стороны, вам это внимание, концентрация совершенно необходима, чтобы себе не навредить, чтобы не поторопиться. У вас все-таки в неожиданностях нулевой аркан. Здесь может захватить какой-то импульс, потому что первая карта у нас была именно импульсная, жезлы. Мы говорили паж жезлов, что-то хочется сделать. А нам карта говорит, включая в позиции рыцаря пентаклей, чему сейчас не время, вообще не время для форсажа какого-то, время только для сохранения. И вот что скрыто, мы как будто можем не видеть, что обстоятельства этого периода таковы, что сейчас нужно именно на самосохранение направить все усилия, так и вообще, в принципе, взять какую-то паузу, мои дорогие. И сами какие-то вопросы, может быть, по прошествии нескольких дней решаться как будто, ну, без вашего участия. Или, если мы говорим про деньги, деньги все равно придут, или как будто деньги в рост. Для кого-то из вас что скрыто? Это могут быть вопросы, связанные, ну, может быть, с пассивным доходом, или тоже с каким-то прогрессивным заработком. Давайте посмотрим дела, работы, бизнес. Праздник. Карта праздника. Правда, значит, по вашей работе как будут и возможности. И мы говорили, что хорошее настроение. В целом, такая позитивная неделя. И, ну, наверное, есть какие-то варианты сотрудничества. Есть то, что вас и радует. Есть у вас и праздник. Значит, порадуйтесь вы за самого себя или саму себя на этой неделе определенно. Но даже эта радость, она не должна вам эмоциями замылить глаза. Словом, держите все под контролем. Не торопитесь. Финансы. И по финансам, посмотрите, двойка мечей выглядит именно так. Как будто по канату идет котик с завязанными глазами, а канат крепится на двух мечах. Вы как будто на выборе будете стоять. Может быть, по части денег, может быть, по части трат. Деньги как будто будут, нам уже об этом сказали. Но, мои дорогие, не время тратить. Может быть, для кого-то из вас не должно быть бездумных трат или ненужных трат. Может быть, это вот как квинтэссенция на этой неделе, когда вы какую-то свою финансовую историю должны словно увидеть без иллюзий. Не совершить какую-то ошибку, мои дорогие. Все-таки карта выбора. И это тот выбор, который вы должны сделать сами. И не поддаться где-то ни на уговоры. Да, у нас котик как будто завязанными глазами. Есть, видимо, определенный риск. Но в данном случае вам помогает интуиция и умение услышать самого себя. Что такое интуиция? Это наш какой-то прежний опыт. Тот, может быть, опыт со знаком минус, когда мы что-то приобрели или в чем-то проучаствовали, а потом ну, не получили должного обратного эквивалента. И если нам на эту неделю вообще говорят, ты не переходи к действиям, мои дорогие рыбы и рыбки, не время тратить, хоть и деньги будут. Личная жизнь. И здесь у нас рыцарь мечей выпадает. Вы знаете, это новости какие-то. Не обязательно это будут как новости по части вашей любовной истории. Личная история не всегда проигрывается про любовь. Это могут быть какие-то новости от ваших родственников. Это могут быть новости сами по себе. У вас нулевой аркан выпадает именно на позицию неожиданности. Это какая-то обстановка вокруг вас, которая вас заставляет искать информацию или научиться видеть что-то по факту. Опять же, никаких эмоций. По рыцарю мечей это мы, когда хотим найти правду, истину, это в плюс проигрывается, и значит, какую-то информацию вы добудете. С другой стороны, по рыцарю мечей могут проходить те люди, которые обладают сложным характером. Иногда по этой карте могут проходить, кстати, проверяющие. И поэтому, мои дорогие рыбы и рыбки, если вы занимаете какую-то должность или какой-то ответственный пост, правда, не рискуйте собой вообще от начала до конца. На этой неделе где-то затаитесь, ждите, подмечайте все. Будьте очень внимательны. Вот если вам нужна информация, вы ее найдете. Вы увидите, раскопаете как будто вот, или докопаетесь до какой-то истины. Такое тоже бывает. Но мы можем столкнуться по этой карте, когда нам выпадает, с людьми вот с дурным характером, которые нам могут что-то доказывать и
настаивать, чтобы мы приняли ихнюю точку зрения. А карта нам тогда говорит: ты держись позиции стороннего наблюдателя. И также по этой карте идут и те люди, которые нам какой-то пафос красивый рисуют, какую-то обстановку, что предлагают, может быть, проучаствовать, опять же, в каком-то деле, и как будто прибыль большую, кстати, получить, или у тебя будут возможности продвижения, ну, любые какие-то могут быть причины для того, чтобы вас так это увлечь эмоционально в какой-то вопрос, а нам карта тоже говорит, нейтральная позиция. Она, повторюсь, проигрывается, подобная карта, только хорошо в одном направлении, когда мы ищем конкретную информацию, когда мы умеем видеть по факту. И ничего более, никаких эмоций. Абсолютно хладнокровное видение, что происходит вокруг вас. Вот, наверное, как где-то по нулевому аркану. Просчитать что-то на пару шагов вперед и собой не рисковать. И в моменте здесь и сейчас как будто необходимо находиться. Может быть, это те события, мои дорогие, которые происходят вокруг вас. Но значит, на этой неделе действительно затаись и жди. Подмечай, сохраняй себя самого, сохраняй свои финансы. И вместе с тем есть праздник. Поэтому строй как будто планы на будущее. И возможности у тебя вот-вот появятся. Тем более у вас еще и есть поддержка. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.